Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на женскую модельку от Puma Pacer Future Street. Коллекция весна-лето 22 года, скорее всего. Информации точно не нашел, лишь предполагаю. В черном цвете и розовыми элементами. Модель имеет достаточно интересный фасон. Это цельный язычок с основной частью, а также более заостренную форму. Кстати, первые пейсеры были выпущены, если я не ошибаюсь, где-то в 2017 году. И до сих пор они сильно дизайн не меняют, лишь какие-то элементы. Причем достаточно успешно эта линейка пошла, потому что есть даже и зимние варианты, и летние. На вот этой вот пене, которая именно в этом случае они немножко поменяли ее форму. То есть сделали такие, как бы, не знаю, листочки, какие-то лепестки, которые более объемные. Также в целом особая форма не поменялась и сохраняется внешний вид. Для каких целей их стоит брать? Если вы планируете много ходить, передвигаться, возможно, даже более активно, возможно, их можно рассмотреть для каких-то недальних и длительных пробежек, а также аэробных нагрузок. Но здесь стоит быть осторожным, так как верх достаточно мягкий, фиксирует ногу он, ну, скажем так, ниже среднего. То есть это больше обычные, повседневные, удобные кроссовки. По материалам. Если мы посмотрим на верхнюю часть, мы можем увидеть здесь трикотажную сеточку, которая пропускает воздух примерно на 70-60%, потому что есть еще второй слой. Я называю его скользкий эластичный слой, который, по сути, защищает от натираний ногу, делает их более долговечными. Также есть эластичный материал, очень похожий на неопрен. Он как раз на этом язычке, благодаря чему он достаточно сильно тянется. Кант прошит реверсивной строчкой. Эко-вставки синтетические, которые идут как на формстрипах, беговых треках. Также для шнурков имеют такой вид, как шоры. И прорезиненные элементы, которые, кстати, здесь, я бы сказал, немало, потому что есть задничек, который обеспечивает небольшую жесткость с такими ямками под формстрипом, а также на загибе, как раз на шов. Возможно, это сделано для того, чтобы они были более долговечные, а может быть просто как дизайнерский ход. Этого я тоже сказать не могу, но в целом, я думаю, это позитивно скажется на носке. По брендингу здесь с внешней стороны есть кошечка, она прошита, выполнена в виде нашивочки, формстрипы на ярлычке сверху, на петле и также на подметке. Все стандартно, то есть кроссовки будут узнаваемые, все будут видеть, что у вас именно Puma. Внутренняя часть выполнена, по сути, из обычного текстиля, средненаполненного, по фиксации, опять же таки говорю, ниже среднего, но ее хватает. Задничек очень такой длинный, я думаю, хил не должен натирать и будет как бы более комфортный, но возможно, опять же таки, это все индивидуальное дело. Стелечка Soft Foam. Это, по сути, формованная пенополиуретановая пена, очень оригинально, которая обеспечивает такой как бы небольшой возврат энергии и мягкость. То есть нога принимает форму стопы, и вот сейчас такой небольшой тизер. По сути, здесь пена, она, ну, честно говоря, ее немного не хватает. Вот именно в совокупности со стелькой они кажутся очень мягкими и комфортными. Внутренняя часть. Ну, по стандарту, опять же таки, текстиль, который покрывает пену, все прошито. Качество, ну, абсолютно нормальное, ничем не примечательное. Единственный момент, что там имеется какая-то пластиковая вставка в пятке. Она идет вот примерно посюда. И в чем ее суть, я не знаю. Она вряд ли обеспечивает какую-то поддержку. Скорее, не знаю, терморезину. В общем, по сути, на белой части, где ее нет, она мягче, там немножко тверже. Зачем это сделано, я сказать не могу. Здесь мы можем увидеть наклейку, на которой указаны материалы, то есть основной это текстиль и другие.
кожа здесь не используется. Это можно, кстати, дублировать. Такой лайфхак для тех, кто не в курсе. Пена здесь, по сути, выполнена из эво. Ее Puma называет смело. Это формованный вариант этой пены, потому что он более легкий благодаря этому. И, возможно, на нем не так будут видны заломы со временем. То есть более плотный и упругий. Но вот амортизации в них не хватает. Вот это вот самый главный минус. На ней уже, скажем так, еще их не носили толком. Есть небольшие полосочки. Это не значит, что их носили. Просто при изготовлении, видать, она немножечко деформируется. Подметка здесь достаточно толстая. Я бы сказал, очень внушительная, как и протектор. Если это, я не знаю, зачем он такой нужен, если это же не туристический вариант, а для города, по сути, можно было бы и что-то потоньше, так как это веса добавляет. Но в целом, возможно, из-за дизайнерского хода, то есть они такие более агрессивные и подчеркивают их какой-то внешний вид. В принципе, это и неплохо, потому что пена защищена, мидсол, от асфальта, допустим, от каких-то внешних факторов, по которым вы будете ходить, и дольше прослужит, соответственно. Главное теперь вопрос только кверху. В общем, достаточно интересные кроссовки. Прайс их примерно на данный момент, опять же таки, не берусь сказать точно, $50. В разных местах по-разному. Плюс они бывают продаются, скажем так, сериями в разных магазинах, у перекупов, где найдете. Достаточно хорошие, интересные, легкие. Можно рассмотреть на теплую погоду, на начало осени, конец весны. Понятное дело, что в дождь они промокнут. За ними достаточно просто ухаживать в этом цвете. Вот такой получился обзорчик. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.